Урок 1. Изучение бюджетов. Привет, Анна. Когда мы говорили о списке покупок, в последнее время я также думала о своем бюджете. Ах да. Что вы рассматривали с точки зрения своего бюджета? Что ж, я хочу разумно распределять свои деньги, особенно на предметы первой необходимости, такие как еда. Это очень важно. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс между потребностями и желаниями, верно? Именно так. Я согласен, что все они могут предложить что-то уникальное, но я также думаю о бюджетных ограничениях. Абсолютно. Речь идет о том, чтобы расставлять приоритеты на самом важном, оставляя при этом место для некоторой гибкости. Абсолютно. Я стараюсь помнить об этом, планируя свои расходы. Есть ли у вас какие-либо советы по бюджету? Что ж, одна вещь, которая действительно помогла мне, это тщательное отслеживание расходов. Таким образом, вы сможете определить области, на которых В нужно этом есть сэкономить. большой смысл. Наверное, лучше всего начать внимательно следить за тем, куда идут мои деньги. Урок 2. Разнообразие в путешествиях. Привет, Анна. На днях я читала о некоторых тенденциях в путешествиях. Очевидно, Новая Зеландия становится очень популярным местом. Правда. Это интересно. Интересно, что стало причиной повышенного интереса к Новой Зеландии. Судя по тому, что я прочитал, оно привлекает множество путешественников, в основном из азиатских стран и других Тихоокеанских островов. В этом есть смысл. Природные ландшафты Новой Зеландии настолько разнообразны, что неудивительно, что она понравится мировой аудитории. Определенно. И я думаю, что внимание страны к устойчивому развитию и экологическому туризму также привлекает многих людей. Абсолютно. Возможность погрузиться в уникальную культуру и окружающую среду очень привлекательна. Я согласен. Путешествия по разным местам и знакомства с этим разнообразием делают путешествия такими интересными. Абсолютно. Это действительно открывает вам глаза на новые перспективы и образ жизни. Мне бы очень хотелось когда-нибудь посетить Новую Зеландию. То же самое и здесь. Теперь это определенно входит в мой список путешествий. Чем больше я узнаю об этом, тем больше меня заинтриговывает. Урок 3. Навигация по магазинам. Привет, Анна. Мне нужно забрать несколько вещей из магазина. Хочешь пойти со мной? Конечно, я буду рад помочь. Что вы хотите получить? Что ж, мне нужны новые носки и предметы домашнего обихода. Есть ли у вас какие-либо рекомендации о том, куда пойти? Дай мне подумать. В универмаге на соседней улице обычно есть хороший выбор носков. А в соседнем магазине товаров для дома можно найти все необходимое на каждый день. Замечательно. Спасибо за совет. Может, мы пойдем туда вместе? Абсолютно. Буду рад помочь вам найти то, что вам нужно. Отлично. Уверена, что дополнительный набор глаз вам пригодится. Определенно. Кроме того, всегда веселее делать покупки с другом. Я согласен. Хорошо, давайте посмотрим, что мы сможем найти. Урок 4. Мечты о весне.
Привет, Анна. Вы когда-нибудь бывали в Японии во время сезона цветения сакуры? Нет, я этого не сделала, но мне всегда хотелось поехать. Я слышала, что это просто потрясающе. Это действительно так. Нежные розовые цветы на фоне голубого неба просто захватывают дух. Могу только представить. Я видела фотографии, но, держу пари, вживую они еще красивее. Это так. Атмосфера такая безмятежная и умиротворяющая. Кажется, все сбавляют обороты и ценят красоту природы. Звучит замечательно. Мне бы очень хотелось испытать это чувство спокойствия. Ну, знаете, я собирался спланировать поездку туда весной. Хотели бы вы присоединиться ко мне? В самом деле. Джон, это было бы потрясающе. Мне бы очень хотелось исследовать Японию вместе с вами в сезон цветения сакуры. Замечательно. Мы можем начать планировать детали. Уверен, это будет незабываемый опыт. Урок 5. Декорирование к праздникам. Привет, Анна. Ты уже начала украшать к праздникам? Нет, пока нет, но мне не терпится начать. Есть ли у вас в голове какие-нибудь забавные идеи? Что ж, я подумала, что мы могли бы купить большую елку и украсить ее всевозможными огнями и украшениями. Звучит прекрасно. А сверху нам стоит поставить звезду. Вам не кажется? Определенно. И, возможно, мы тоже можем повесить по дому немного омелы. О-о-о. Амела. Это было бы так празднично. Конечно, мы можем поцеловаться под ним. Конечно. И мы должны разложить несколько подарков под елкой. Да, это обязательно. С большими разноцветными бантами сверху. Абсолютно. Когда все будет готово, все будет выглядеть просто волшебно. Урок 6. Приготовление ароматов. Привет, Анна. С какой травой ты любишь готовить? Это непростая задача. Должен сказать, что орегано– мой любимый продукт. Оно придает вкус такой насыщенности. Ах, да, орегано просто фантастический. Я сам больше люблю чеснок и лук. Чеснок и лук– классика. Они действительно делают любое блюдо популярным. Абсолютно. Я использую их почти во всем, что готовлю. Я тоже. Это такая универсальная вкусовая основа. Определенно. Вы когда-нибудь пробовали добавить немного орегано с чесноком и луком? Нет, но звучит очень вкусно. В следующий раз мне придется попробовать. Это действительно удивительным образом объединяет все воедино. Урок 7. Любимое хобби Анны. Привет, Анна. Ты попробовала новое хобби, о котором мне рассказывала? Вы имеете в виду мои уроки гончарства? Они мне очень понравились. Инструктор очень терпелив, и работать с глиной очень приятно. Отлично. Что ты делаешь? Что ж, я начал с простых ваз и чаш,
но теперь пытаюсь создавать более сложные узоры. На прошлой неделе я приготовила это действительно крутое сервировочное блюдо с геометрическим узором. Ух ты, звучит впечатляюще. Мне бы очень хотелось как-нибудь увидеть твои творения. Абсолютно. Я очень горжусь тем, как они выглядят. Заниматься этим новым хобби было очень интересно. Могу себе представить. Наверное, очень приятно делать что-то своими руками. Определенно. Это тоже приятный отдых от повседневной работы. В гончарной студии царит такая успокаивающая атмосфера. Это замечательно. Я рада, что вы нашли то, что вам так нравится. Урок 8. Предметы домашнего обихода. Привет, Анна. Ты недавно была в магазине. Мне нужно забрать несколько вещей. Нет, у меня нет. Что ты ищешь? Что ж, у меня заканчиваются некоторые предметы первой необходимости, такие как мыло для посуды, туалетная бумага и стиральный порошок. Это важные вещи, которые нужно иметь в доме. Позвольте мне подумать, что еще вам обычно нужно пополнить запасы. Мне также нужны новые лампочки, губка для кухни и, возможно, несколько других чистящих средств. Похоже на хороший список. Не забудьте также такие вещи, как батарейки, фольга и полиэтиленовые пакеты. Они пригодятся для всех видов домашнего использования. Хорошие замечания. Обязательно проверю их. Что-нибудь еще вы бы посоветовали мне забрать? Что ж, если вы идете, вы также можете взять с собой закуски или напитки. Всегда приятно иметь их под рукой, когда приходят гости. Отличная идея. Я обязательно запасусь некоторыми из наших любимых лакомств. Урок 9. Спорт и досуг. Эй, вы вчера вечером смотрели большую игру. Нет, я пропустила. Что это был за вид спорта? Это был чемпионский матч для нашей местной футбольной команды. Они так хорошо сыграли и выиграли титул. Это потрясающе. Популярность футбола здесь действительно возросла, не так ли? Определенно. Этот вид спорта стал одним из самых популярных видов спорта, даже в большей степени, чем некоторые традиционные. Понимаю, почему. Это такая захватывающая и динамичная игра. Ты сам играешь. На самом деле, верю. Я являюсь частью команды любительской лиги, которая собирается несколько раз в неделю для тренировок и соревнований. Отлично. Бьюсь об заклад. Быть частью такой команды очень весело. Это действительно так. Это отличный способ оставаться активным и знакомиться с новыми людьми, которые разделяют ту же страсть к спорту. Урок 10. Городская жизнь. Что ж, у этого есть свои плюсы и минусы. Удобство быть рядом со всем– это хорошо, но трафик может доставлять массу хлопот. Это правда. Тем не менее, я слышал, что общественный транспорт в городе довольно хороший. Да, но в час пик здесь все еще может быть многолюдно. Шум и толпы тоже могут быть ошеломляющими. Понимаю. Как насчет стоимости жизни? Я слышал, что арендная плата и цены в городе, как правило, выше. Определенно. Жилье и продукты питания немного дороже,
чем в пригородах или сельской местности. Мне придется это учесть. Но как вы думаете, стоит ли идти на компромиссы? Это действительно зависит от вашего образа жизни и приоритетов. Если вы не против шума и суеты, город может стать интересным местом для жизни. Это хорошее замечание. Прежде чем принимать решение, мне придется тщательно взвесить все «за» и «против». Похоже на план. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы, поскольку вы рассматриваете возможность переезда. Урок 11. Планирование путешествий. Привет, Анна. Я начинаю планировать поездку в Европу. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Европа. Как интересно. Какие страны вы хотите посетить? Что ж, мне бы очень хотелось увидеть несколько крупных городов, таких как Париж, Лондон и Рим. Все это фантастические варианты. Задумывались ли вы о том, как будете передвигаться, оказавшись там? Не совсем. Я не уверен, стоит ли мне бронировать авиабилеты между городами или заглядывать в поезда или автобусы. Хм, это хороший вопрос. Поезды часто являются удобным и живописным способом передвижения по Европе. Это хорошие замечания. Мне нужно будет изучить железнодорожную систему и посмотреть, есть ли в этом смысл. И не забудьте выделить время для осмотра достопримечательностей и знакомства с местной культурой в каждом месте. Абсолютно. Я хочу убедиться, что у меня достаточно времени, чтобы по-настоящему погрузиться в место назначения. Урок 12. Любимые блокноты. Привет, Анна. У тебя есть любимый тип блокнота? А, это отличный вопрос, Джон. Я действительно предпочитаю блокноты в спиральном переплете. Катушки позволяют легко переворачивать страницы и писать с обеих сторон. У меня все так же. Я считаю, что спиральный переплет намного удобнее, чем переплет на традиционных блокнотах в твердом переплете. Определенно. И мне нравится, как спиральная спираль оставляет блокнот ровным слоем, когда я пишу. Просто так выглядит естественнее. Абсолютно. Кроме того, спираль позволяет при необходимости легко вырывать страницы. Для меня это большой плюс. Именно так. Блокноты в спиральном переплете очень практичны. У вас есть любимый бренд или стиль, который вы предпочитаете? Что ж, я большой поклонник ноутбуков Five Star. У них очень хорошее качество страниц, а обложки действительно прочные. А да, Five Star — отличный выбор. Мне также очень нравится бренд Meet. У них есть несколько забавных дизайнов и цветов на выбор. Медовуха тоже твердая. Узорчатые обложки придадут вашему блокноту приятную индивидуальность. Урок 13. Семейные сокровища. Здравствуйте, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с какими-либо особыми семейными реликвиями или сувенирами из путешествий? Ах да, у меня есть несколько дорогих вещей. Например, у меня есть это прекрасное ожерелье, которое принадлежало моей бабушке. Оно передавалось из поколения в поколение. Это замечательно. У меня также есть несколько сентиментальных вещей. Например, карманные часы, которые отец подарил мне перед смертью. Это одно из моих самых ценных вещей. Это так задумчиво. Представляю,
Как много значат для тебя эти часы? Есть ли у вас другие особенные вещи, которые вы собирали за эти годы? Определенно. У меня есть коллекция открыток со всех мест, где я побывал. Каждая из них напоминает мне о прекрасных воспоминаниях и впечатлениях. Прекрасная идея. У меня тоже есть несколько таких сувениров. Например, у меня есть маленькая деревянная фигурка, которую я купил во время поездки в Мексику. Она стала приятным маленьким украшением моего дома. Звучит прекрасно. Удивительно, как эти простые предметы могут иметь для нас такой смысл и значимость. Абсолютно. Эти сентиментальные вещи действительно помогают нам познакомиться с нашим прошлым, людьми и местами, которые повлияли на нашу жизнь. Не могу не согласиться с этим. Прекрасно иметь возможность окружить себя этими значимыми напоминаниями. Урок 14. Путешествие в фитнес. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты выглядишь очень хорошо. Ты работаешь над новым режимом упражнений. Да, у меня есть. Я начала комбинировать кардиотренировки и силовые тренировки, и это действительно меняет мир к лучшему. Приятно это слышать. Какими кардиотренировками вы занимались? Я бегаю трусцой несколько раз в неделю, а также пробую несколько тренировок ИТ. Они действительно повышают частоту сердечных сокращений. Отлично, ИТ. Такой эффективный способ обучения. А как насчет силовых тренировок? Я занимаюсь тяжелой атлетикой, в основном занимаясь сложными упражнениями, такими как приседания и становая тяга. Это было непросто, но очень полезно. Комбинированные движения очень важны для наращивания общей силы. Я впечатлен тем, что вы придерживаетесь этого правила. Спасибо. Это определенно было путешествие, но я чувствую себя сильнее и энергичнее. Есть ли у вас цели в фитнесе, над которыми вы работаете? Абсолютно. Я стараюсь улучшить свою гибкость и подвижность, поэтому занимаюсь йогой несколько раз в неделю. Урок 15. Изучение местного рынка. Привет, Анна. Я слышала, что на выходных ты ходила на местный рынок. Как все прошло? Это было потрясающе. Я нашла так много уникальных и интересных сувениров. Тебе действительно стоит это проверить. Отличная идея. Что вы нашли? Что ж, я наткнулся на эту красивую корзину ручной работы, которую мне просто нужно было иметь. Мастерство было невероятным. Ух ты, звучит прекрасно. Мне нравится поддерживать местных ремесленников и находить уникальные вещи. Абсолютно. И на рынке было гораздо больше, чем просто ремесла. Здесь продавались всевозможные свежие продукты, выпечка и даже вкусная уличная еда. А, уличная еда на местном рынке. Это прямо у меня в переулке. Что ты в итоге попробовал? Я попробовал самые потрясающие тамали. Они были очень ароматными и отлично приготовленными на пару. Теперь ты заставил меня жаждать тамали. Мне обязательно скоро придется поехать на рынок. Урок 16. Волнение в новом доме. Привет, Анна. Я слышала, что ты переезжаешь в новое место. Это захватывающе.
Да, я такой. На самом деле я сейчас смотрю на квартиру. Хочешь на это посмотреть? Мне бы очень хотелось, но я не хочу навязывать, если ты чем-то занимаешься. Совсем нет. Мне не помешало бы второе мнение. Заходи, я только что заканчиваю работу с документами. Хорошо, звучит неплохо. Я сейчас зайду. Просто дайте мне знать адрес. Замечательно. Я отправлю вам сообщение. Не могу дождаться, когда вы увидите это место. Отлично, скоро приеду. Это такой большой шаг. Я рада за тебя. Спасибо, я так рада. Это был долгий процесс, но мне кажется, я нашла идеальное место. Уверен, что вы это сделали. У тебя отличный вкус, поэтому я не сомневаюсь, что он будет потрясающим. Урок 17. Битва за Новый Орлеан. Привет, Анна. Вы знали, что битва за Новый Орлеан произошла после официального окончания войны 1812 года? Нет, я этого не знала. Что произошло? Что ж, Генский договор был подписан в декабре 1814 года, но в то время новости распространялись медленно. Британцы все же начали атаку на Новый Орлеан в начале 1815 года, полагая, что война все еще продолжается. Ух ты, это интересно. Так кто же выиграл эту битву? Американцы во главе с генералом Эндрю Джексоном одержали решительную победу над британцами. Несмотря на то, что война закончилась, американцы все же смогли одержать крупную победу. Понимаю. Должно быть, была хаотичная ситуация. Война закончилась, но боевые действия продолжались. Именно так. К тому моменту обе стороны устали от конфликта, но они все еще чувствовали себя вынужденными вести эту последнюю битву. Это стало драматическим завершением войны 1812 года. Увлекательно. Я не знала об этом фрагменте истории. Удивительно, как в то время общение шло намного медленнее. Да, отсутствие мгновенной связи привело к возникновению странных ситуаций. Но битва за Новый Орлеан стала одной из самых однобоких американских побед в истории. Урок 18. Великие загоны крупного рогатого скота. Привет, Анна. Знаете ли вы, что к 1890 году массовые загоны скота из Техаса в Канзас в значительной степени закончились? Нет, я этого не осознавал. Что стало причиной прекращения этих знаменитых загонов скота? Что ж, по мере расширения железнодорожной сети в западном направлении стало намного проще и эффективнее перевозить скот поездом, а не длительными и трудными поездками. Понимаю, в этом есть смысл. Железные дороги, должно быть, действительно изменили отрасль животноводства. Именно так. Времена ковбоев, пасущих тысячи длиннорогих голов на великих равнинах, подходили к концу по мере продвижения железнодорожных линий на запад. Ух ты, это, должно быть, конец целой эпохи. Эти скотоводческие загоны казались неотъемлемой частью американского Запада. Они были. Но железные дороги принесли прогресс и модернизацию, хотя и привели к исчезновению этих легендарных скотовозов. Удивительно, как технологии могут так изменить традиционный образ жизни. Думаю, многие ковбои остались без работы. Вы правы. Многим ковбоям пришлось искать новую работу, так как скот исчез.
Но железные дороги также открыли новые экономические возможности. Урок 19. Олимпийские игры и политика. Привет, Анна. Знаете ли вы, что Международный олимпийский комитет старается сделать Олимпиаду как можно более неполитизированной? Правда. Я этого не осознавал. Почему это так? Что ж, МОК считает, что Олимпийские игры должны стать праздником спорта и спортивных достижений, а не площадкой для политических заявлений или планов. В этом есть смысл. Предполагается, что Олимпийские игры объединят мир посредством дружеских соревнований. Именно так. Цель МОК– поддерживать олимпийский дух спортивного мастерства и товарищества, не допуская, чтобы политические вопросы отодвигали спортивные соревнования на второй план. Это интересная позиция. Но я полагаю, что не всегда легко удержать политику от участия в Олимпийских играх, не так ли? Вы правы, это постоянная проблема. Было много случаев, когда страны и спортсмены использовали Олимпийские игры для политических заявлений. Понимаю, как это расстроит МОК. Они должны соблюдать тонкую грань между предоставлением свободы слова и сосредоточением внимания на спорте. Определенно. Но МОК по-прежнему твердо убежден в том, что Олимпийские игры должны стать политически нейтральным мероприятием, направленным на раскрытие спортивного потенциала человечества. Урок 20. Приключение с парашютом. Привет, Анна. Ты когда-нибудь прыгала с парашютом? Нет, у меня нет. Но мне всегда хотелось попробовать. Каково оно? Это невероятный опыт. Острые ощущения от свободного падения и наблюдения за миром с такой высоты не похожи ни на что другое. Ух ты, звучит потрясающе. Могу себе представить, что прилив адреналина просто невероятный. Это действительно так. Первые несколько секунд свободного падения– это просто восторг. Такое ощущение, что вы летите. Держу пари. А затем парашют разворачивается, и вы мягко возвращаетесь на землю, верно? Именно так. После первого прилива адреналина поездка на парашюте проходит так спокойно и безмятежно. Похоже, это идеальное сочетание азарта и спокойствия. Я бы с удовольствием когда-нибудь попробовал. Вам определенно стоит это сделать. Прыжки с парашютом– это действительно незабываемый опыт. Виды захватывают дух. Урок 21. Первый полет империи. Привет, Анна. Вы знали, что первый полет моторного самолета в Британской империи состоялся в 1909 году? Нет, я этого не знала. Где произошел этот исторический полет? Это произошло в Баддеке, Новая Шотландия, на экспериментальной станции имени Александра Грэхэма Белла. Ух ты, это потрясающе. Я и не подозревал, что Канада сыграла такую раннюю роль в истории авиации. Именно так. Полет длился всего около полумили, но для авиации он стал важной вехой. Полмили. Кажется, это не так уж и далеко. Но я думаю, что это стало началом чего-то революционного. Абсолютно. Это был первый случай, когда самолет, спроектированный и построенный в Британской империи,
совершил управляемый полет с электроприводом. Наверное, в то время это было потрясающее зрелище. Что это был за самолет? Это был дизайн Белла и его команды под названием Silver Dart. Небольшой легкий биплан, который совершил исторический полкилометровый полет. Урок 22. Бесплатный Wi-Fi и завтрак. Привет, Анна. Вы знали, что большинство отелей в наши дни предлагают бесплатный Wi-Fi и завтрак? Правда. Это так удобно. Мне нравится, когда в отелях есть такие удобства. Я тоже. Это значительно упрощает путешествие. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти место, где можно поесть или заплатить за дорогой интернет. Абсолютно. А бесплатный завтрак — отличный способ начать день. Перед прогулкой по городу вы можете зарядиться энергией. Именно так. А благодаря бесплатному Wi-Fi вы можете оставаться на связи и делиться всеми своими приключениями в социальных сетях. Определенно. Это мелочи, которые имеют большое значение, когда вы находитесь вдали от дома. Определенно. Отели, предлагающие такие дополнительные услуги, в наши дни действительно выделяются. Абсолютно. Это стало ожиданием для многих путешественников. Конечно. Это приятный перк, который значительно улучшает общее впечатление. Урок 23. Покупки поздно вечером. Привет, Анна. Вы знали, что некоторые магазины в городе открываются довольно поздно? Правда. Это приятно знать. Во сколько большинство из них закрывается? Большинство из них закрываются около 10 часов вечера, но некоторые остаются открытыми даже позже. Вау, это удобно. Приятно иметь несколько вариантов для ночных покупок. Определенно. Это отличный вариант для людей, которые работают сверхурочно или хотят заняться серфингом после ужина. Абсолютно. И это идеальное место для того, чтобы забрать все, что было в последнюю минуту, перед возвращением в отель. Именно так. Не нужно спешить добираться до магазинов до их закрытия. Это хорошее замечание. Это позволяет вам более гибко распоряжаться своим графиком. Определенно. И приятно иметь возможность вечером сделать небольшой шопинг в витринах. Урок 24. Успешная выставка. Привет, Анна. Я слышала, что твоя недавняя художественная выставка прошла с большим успехом. Да. Все прошло даже лучше, чем я ожидала. Мы получили так много положительных отзывов. Это фантастическая новость. Планируете ли вы провести еще одну выставку в будущем? Мы определенно рассматриваем этот вопрос. Ответ был настолько обнадеживающим, что мы уже начинаем планировать следующий. Приятно это слышать. Наверное, очень приятно видеть, как ваш тяжелый труд так окупается. Безусловно, так оно и есть. Я очень благодарна за поддержку, которую мы получили от сообщества. Могу себе представить, когда люди ценят твое творчество, это всегда подтверждает. Определенно. Именно это мотивирует меня продолжать расширять свои творческие горизонты.
Готов поспорить. Что ж, я очень рада за тебя. Наверное, это очень увлекательное время. Урок 25. Музыкальные инструменты. Привет, Анна. Я слышала, что на новой художественной выставке есть несколько интересных музыкальных инструментов. Правда. Я этого не знал. Какие инструменты у них были на выставке? Ну, я слышала, что у них есть такие вещи, как пианино, орган и даже чайный барабан. Ух ты, барабан для чайника. Это такой необычный инструмент. Мне бы очень хотелось на это посмотреть. Знаю, верно. А фортепиано и орган — классика, но все же их очень интересно видеть вблизи. Определенно. Наверное, очень круто иметь возможность взаимодействовать с этими инструментами. Абсолютно. Бьюсь об заклад. У них есть небольшие плакаты, объясняющие, как работает каждый из них. Это было бы очень информативно. Мне нравится изучать механику музыкальных инструментов. Я тоже. Это действительно заставляет вас по-новому оценить мастерство, с которым вы играете эти песни. Урок 26. Ограничения по размеру багажа. Привет, Анна. Вы видели обновленные рекомендации по размеру багажа для авиакомпаний? Нет, я этого не сделала. Каковы новые правила? Я хочу убедиться, что я правильно упаковал вещи для следующей поездки. Что ж, размеры не могут быть больше 22 на 14 на 9 дюймов. Приятно знать. Это довольно специфическое ограничение по размеру. Мне придется перепроверить свои сумки. Да, они пытаются стандартизировать его в разных авиакомпаниях. Облегчает задачу всем. Определенно. Досадно, когда правила варьируются от одной авиакомпании к другой. Абсолютно. Таким образом, вы знаете, чего ожидать независимо от того, каким перевозчиком вы летите. Именно так. Это избавляет от необходимости догадываться, что очень помогает. Абсолютно. И это гарантирует, что все сумки поместятся в верхних отсеках. Урок 27. Не отставайте. Привет, Анна. Я едва слышу, как я думаю при таком уровне шума. Вам не кажется, что нам нужно его снизить? Ты прав, Джон. Мы не хотим беспокоить других пассажиров. Давайте поговорим мягче. Абсолютно. Мы должны быть внимательны ко всем, кто нас окружает. Согласовано. Я не хочу устраивать сцену или выглядеть грязно. Я тоже. Мы все еще можем провести увлекательную беседу, но в более разумном объеме. Именно так. Чтобы донести свою точку зрения, не нужно кричать. Определенно. Я рад, что мы придерживаемся единого мнения по этому поводу. Я тоже. Все дело в том, чтобы найти идеальный баланс. Вы все правильно поняли. Должны ли мы продолжить разговор, но сохранить тишину и тишину? Урок 28. Корпоративная дилемма. Привет, Анна. Знаете ли вы, что корпорации часто не заинтересованы в тщательном изучении последствий своих действий?
В самом деле, это интересно. Как вы думаете, почему это так? Что ж, корпорации в первую очередь сосредоточены на максимизации прибыли и акционерной стоимости. Они не всегда могут учитывать более широкие социальные или экологические последствия своих решений. Понимаю. То есть стремление к прибыли иногда может отодвинуть на второй план другие важные соображения. Именно так. Корпорации часто больше заботятся о прибыли, чем о социальной или экологической ответственности. Это немного беспокоит. Как вы думаете, есть ли способ побудить корпорации уделять больше внимания своему влиянию? Некоторые инициативы, такие как программы корпоративной социальной ответственности, направлены на достижение этой цели. Но в конечном итоге для этого требуется культурный сдвиг в нашем восприятии роли бизнеса в обществе. Вы делаете хорошие замечания. Это сложная проблема, не имеющая простых решений. Определенно. Но я верю, что если мы сможем лучше согласовать корпоративные стимулы с более широкими общественными благами, мы сможем добиться прогресса. Урок 29. Баланс сил в Персидском заливе. Доброе утро, Анна. Вы узнали новости об изменении динамики власти в регионе Персидского залива? Да, в последнее время это очень актуальная тема. Похоже, что баланс сил сильно влияет на геополитический ландшафт в этой стране. Абсолютно. В условиях растущей напряженности крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны нашли дипломатическое решение этих важных вопросов. Я согласен. Использование военных действий только еще больше дестабилизирует регион. Для решения этих сложных вопросов необходим деликатный подход. Определенно. Лидерам необходимо тщательно обдумать последствия своих решений. Один неверный шаг может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. Это хорошие замечания. Они должны избежать эскалации напряженности и найти способ деэскалации ситуации путем вдумчивых переговоров. Именно так. Это игра с высокими ставками, но на карту поставлено благополучие всего региона. Нахождение правильного баланса будет иметь решающее значение. Не могу не согласиться с этим. Это критический момент, который определит будущее Персидского залива на долгие годы. Абсолютно. Мы можем только надеяться, что ключевые игроки проявят дальновидность и мудрость и сделают правильный выбор во имя всеобщего блага. Урок 30. Разнообразие Австралии. Привет, Анна. Вы знали, что Австралия состоит не только из материка? В самом деле, я всегда думала, что это просто большой островной континент. Что там еще есть? Что ж, Австралия состоит из материка, а также ряда близлежащих островов и территорий из других частей мира. Увлекательно. Я и не подозревал, что страна обладает таким географическим разнообразием за пределами основного массива суши. Именно так. Это довольно эклектичное сочетание таких островов, как Тасмания, остров Рождества и Кокосовые острова, Килинг. Ого, понятия не имела. Это действительно добавляет уникальности Австралии в целом. Абсолютно. Это свидетельство богатой истории страны и культурного влияния со всего мира.
Мне хочется больше исследовать Австралию за пределами материка. Очевидно, что многое еще предстоит открыть для себя. Определенно. Это разнообразная и увлекательная страна, в которой так много скрытых сокровищ, которые ждут своего исследования. Урок 31. Хороший ночной сон. Доброе утро. Ты хорошо спал прошлой ночью? Доброе утро, Джон. Да, я отлично выспался. Как насчет тебя? Я спал как бревно. Это была одна из лучших ночей сна за последнее время. Приятно это слышать. Хороший ночной сон сильно влияет на ваше самочувствие в течение дня. Абсолютно. Я проснулся отдохнувшим и заряженным энергией и готовым к новому дню. То же самое и здесь. Ничто не сравнится с ощущением хорошего отдыха после спокойной ночи. Я согласен. Удивительно, насколько хороший сон может улучшить ваше настроение и продуктивность. Определенно. Я считаю, что когда я хорошо отдыхаю, я гораздо более сосредоточен и могу более эффективно решать задачи. Именно так. Хороший режим сна очень важен как для физического, так и для психического благополучия. Урок 32. Взгляд, неподвластный времени. Привет, Анна. Я подумываю о косметическом ремонте своей гостиной. Как вы думаете, что придаст ей чистый и неподвластный времени вид? Это отличный вопрос. Я бы посоветовал выбрать минималистскую нейтральную палитру с использованием натуральных материалов, чтобы создать неподвластную времени эстетику. Звучит интригующе. Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что вы имеете в виду? Абсолютно. Я имею в виду что-то вроде белоснежных стен в сочетании с теплыми деревянными акцентами и, возможно, элегантной современной мебелью. Это может сработать очень хорошо. Это придаст пространству приятную, просторную и изысканную атмосферу. Именно так. А натуральные материалы добавят элемент неподвластности времени, не придавая изделию ощущения устаревания. Мне очень нравится эта идея. Какие аксессуары вы бы порекомендовали дополнить этот образ? Я бы посоветовал не усложнять задачу, используя, возможно, несколько тонких текстурных элементов, таких как красивый шерстяной или льняной плед, и, возможно, несколько растений в горшках для придания Звучит естественности. превосходно. Это придаст комнате ощущение чистоты и лаконичности, но при этом в ней будет тепло и уютно. Урок 33. Цветущие цветы и летние развлечения. Здравствуйте, Анна. Вы заметили, как красиво цветут цветы в этом сезоне? Да, мне нравится видеть все яркие цвета. Лето — идеальное время для наслаждения природой. Я согласен. А теплая погода позволяет нам тоже купаться. У вас есть интересные планы на лето? Я с нетерпением жду поездки на пляж. Океанский бриз и прохладная вода звучат так освежающе. Звучит замечательно. Думаю, я мог бы запланировать поход в горы. В это время года виды захватывают дух. Поход звучит прекрасно. Отправляясь в путь, вам придется поделиться несколькими фотографиями. Определенно. Уверен,
что полевые цветы выйдут в полную силу. Не могу дождаться их встречи. Лето — мое любимое время года. Здесь есть чем насладиться. Абсолютно. Длинные дни и солнечное небо всегда поднимают мне настроение. Урок 34. Вкусная вьетнамская кухня. Привет, Анна. Я слышала, что ты недавно была во Вьетнаме. Как была еда? Еда во Вьетнаме была просто восхитительна. Я проголодался от одной мысли об этом. А, правда. Какие блюда были твоими любимыми? Фо было необычным, бульон был таким ароматным. А сэндвичи с баньми. Вкусно. Бань меня, да. Я слышал, они потрясающие. Чем они так хороши? Идеальный баланс пикантных, острых и хрустящих ингредиентов. Я мог бы есть по одному в день. Теперь я жажду вьетнамской еды. Возможно, мне скоро придется спланировать поездку туда. Вам определенно стоит. Культура и кухня очень яркие и захватывающие. Не могу дождаться. Спасибо за вкусную рекомендацию. Урок 35. Веселье на костюмированной вечеринке. Привет, Анна. Ты слышала о костюмированной вечеринке в эти выходные? Да, я так взволнована. Вы знаете, во что будете одеваться? Я подумываю стать волшебником. Длинный халат и остроконечная шляпа были бы идеальными. Звучит как отличный костюм. Я планирую стать ведьмой. Ведьма, да. Я уже могу представить тебя в черном платье и заостренной шляпе. Именно так. Я хочу по-настоящему посвятить себя этому образу. А как же ты? Какие аксессуары запланированы? Я обязательно возьму с собой волшебную палочку. Возможно, даже отрастите искусственную бороду. Ха-ха, полный образ волшебника. Мне это нравится. Это будет очень весело. Определенно. Не могу дождаться, когда увижу все эти креативные костюмы.